В современном мире недостатков в сериалах нет. Чуть ли не каждый день выходит что-то новенькое. Но как найти что-то интересное и достойное? Ведь помимо годноты есть тонны посредственности. Я, конечно, все новинки заценить не успел, но что посмотреть на выходных, знаю. Он считает себя сумасшедшим. Но, возможно, он самый сильный мутант из всех, что мы видели. «Легион» — это мой любимый сериал по комиксам. И если вы вдруг не смотрели первый сезон, то сейчас самое время, ведь в апреле начался показ второго. Очень не хочу спойлерить сюжет, поэтому просто расскажу о достоинствах сериала, а точнее многосерийного фильма, ведь тут каждая серия по-своему уникальна и крута. У меня вообще сложилось впечатление, что ребята из Marvel просто нашли режиссера и разрешили ему снять так, как он видит и хочет. По итогам вышло странно, но очень круто. Каждый кадр и каждая сцена продуманы до мельчайших подробностей. Есть сложные галлюциногенные приемы и неожиданные планы. Тут офигенный звук, все эффекты подобраны к месту, а шикарный саундтрек хочется переслушивать. Забавные персонажи, интересные и странные диалоги, крутая актерская игра и особый авторский стиль. Сериал странный, но сделан по-особенному, с чувством. История запутанная, а подача креативная. Прикольно показаны способности мутантов, а мир интересный и в него веришь. Это выглядит как безумие, но это искусство. Тут необычный монтаж и изобретательная съемка. Я вот часто ставил на паузу и просто делал скрины. Есть куча находок, как, например, сцена без звука. А вот история любви странная, но оттого правдоподобная. Тут креативное искажение времени, а также погружение в разум. Тут круто показано безумие и психологические расстройства и так далее. Я бы мог и дальше перечислять плюсы, но лучше сами зацените этот уникальный сериал. Кстати, по поводу розыгрыша этого мерча. Спасибо всем, кто проявил активность и рассказал про свой любимый фильм ужасов. Самым забавным мне показался этот комментарий. Поздравляю Андрея, проверяй свою личку, а мы продолжаем. Мы прибыли из Англии. Это очень далеко. Мы надеемся найти здесь путь к Китаю и Индии. Каждый раз, когда очередной большой канал анонсирует сериал по книге, у меня возникают сомнения. В конце концов, хороших адаптаций раз-два и обчелся. Так удалось ли AMC экранизировать бестселлер Дэна Симмонса? Однозначного ответа нет. С первых кадров террор радует великолепной проработкой. Персонажам веришь, окружение выглядит максимально натурально. Кроме того, радует и внимание к первоисточнику. Некоторые реплики персонажей повторяют книгу дословно. Гораздо больше беспокоит сюжет. Прямо с первой серии он несется галопом. То, что в книге занимало десятки страниц, здесь ужато в жалкие 45 минут. Дальше больше. Для красоты и драмы авторы добавили моменты, которых в принципе быть не могло. К примеру, сцена с водолазом. Ну какой спуск в ледяную воду в 1859 году? И зачем? Пока сериал полностью не вышел, трудно судить, насколько удачным он получится. Плюсы можно записать визуальную составляющую и общую атмосферу. Но вот что будет с сюжетом, не знаю. Вайолет, Клаус и Солнышко были детьми смышленными. Практически вся их жизнь представляла сплошную череду несчастий. 33 несчастья — это серия детских книг. Она повествует о 3 детях — Вайолет, Клаусе и Солнышке Бодлер, родители которых погибли в пожаре. Сироты переходят от одного опекуна к другому, но повсюду их преследуют разнообразные невзгоды и несчастья. В 2005 году уже была экранизация в виде фильма, где в главных ролях был Джим Керри и Эмили Браунинг. А спустя 12 лет Netflix выпустила сначала первый, а теперь и 2-й сезон этой необычной сказки. Весь сериал очень необычный. И в первую очередь из-за карикатурных персонажей и странных диалогов. История загадочная и интересная, но местами также затянута. Помимо сказочной атмосферы в сериале много спорного абсурда. Но что не отнять, так это стиль. Декорации подобраны со вкусом и смотрятся отлично. Отдельно стоит отметить игру Нила Патрика Харриса. Графа Олафа он сыграл великолепно. Из-за того, что эта сказка необычная, что-то может смутить.
Например, некоторая затянутость или очень специфический юмор. Сериал точно не для всех, но если заинтересовались, то заценить нужно. Мы проделали долгий путь, погрузившись в кромешную тьму. Почему мы не принесли с собой свет? Вроде бы недостатка в фантастических сериалах нет, но все они получаются какими-то блеклыми и глупыми. Поэтому пространство можно назвать глотком свежего воздуха. Это практически идейный продолжатель Firefly. С самого начала нам дают понять, что космос будет, корабли будут и крутую графику тоже завезли. Нет дурацкого стеснения. Создатели как бы нам говорят: чуваки, у нас нормальный бюджет и руки растут откуда надо. Поэтому вот вам корабли с одной стороны, с другой, вот они летят, вот выходы в космос, вот такие у нас крутые станции. Первый сезон больше напоминал детектив с примесью фантастики. Похождения детектива-алкоголика Миллера, расследующего пропажу дочки одного из богатеев, периодически навеивали скуку. Но ко второму сезону сюжет набрал обороты. Локальные проблемы оказались проблемами глобальными, событий стало больше, а затянутости меньше. Команда, вокруг которой развиваются события, вряд ли выглядит супергеройской, но это и хорошо. У каждого свои недостатки и достоинства. Поклонники Светлячка могут поморщиться, конечно, но это лучшее, что завезли. Сорян. Сериал снимают по книге, но в достаточно вольном изложении. Кто не читал, никаких проблем и нестыковок не будет. Уже вышло 2 сезона, а на днях стартовал 3. Если интересны проблемы отношений Земли с колониями, нравится крутая sci-fi графика, смотреть обязательно. Кэмерон Блэк – лучший иллюзионист мира. Если хоть одна из этих веревок оборвется раньше времени, тебе крышка. Кэмерон Блэк — это харизматичный, самовлюбленный и успешный фокусник. У него есть брат, с которым случилась какая-то подстава, из-за чего он попал в тюрьму. И теперь, чтобы во всем разобраться, придется просить помощи у ФБР. Сериал подан в манере детектива, с постоянными фокусами и их разоблачением. Из-за такого решения сценарий увлекает, хотя и глупости тут тоже есть. Зато позабавила команда фокусника, а больше всего местный технарь по имени Гунтер. Люблю этого дядьку. Не видел его со времен фильмов Гая Ричи и Евротура. А ну стой, мужики! На этом уроде лягушачья футболка! Давайте надерем ему задницу! А вот главный герой получился неоднозначным из-за своего характера. Но что в нем понравилось, так это умение признавать ошибки. Также заинтересовал местный злодей, но тут обойдемся без спойлеров. Юмора тут хватает, он разного калибра, но в целом шутки нормальные. А вот драму завезли слабенькую. Пока что для просмотра доступно 5 серий из 13, но может к финалу сезона все еще изменится. В целом сериал получился смотрибельный. И если вы любите фокусы, обман и, конечно же, самообман, то заценить первую серию стоит. Названия всех сериалов я оставил в описании. Там же будут и ссылки на мои социалки, Инстаграм и прочее. Не забывайте ставить лайки, если видео было полезным для вас. Также скидывайте этот ролик своим друзьям, пусть тоже годные сериалы смотрят. А я прощаюсь и оставляю вас с размытым экраном. Пишите свои идеи и пожелания для этой рубрики. Спишемся внизу.